Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Сегодня предлагаю вам связать вот такие мужские следочки. Вяжутся они очень просто, очень-очень быстро. За 1,5 часа взрослую пару на взрослый размер, 41-43 размер, можно связать спокойно. На создание этих следочков у меня ушло меньше одного мотка пряжи, 100-метровый моточек. Вяжутся они на 2 спицах. Вяжутся они безотрывно, от начала до конца, нет никаких швов, ничего не нужно сшивать, ничего не нужно больше заморачиваться и усложнять себе работу. Берите спицы, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. У меня это Alize Superlana Maxi. Здесь вот в 100 граммах 100 метров. 75% это акрил и 25% шерсть. Она такая толстенькая, очень мягкая, не скатывается при носке. В общем, очень приятная и хорошо для тапочек идеально подходит. Уже не первый раз я из нее тапочки вяжу. Здесь рекомендует производитель спицы 7 или 8, но я хочу поплотнее немножко связать тапочки. Чтобы они такие не хляпкие были. Поэтому спицы я взяла 6. Вот, мне хорошо понравилось вязать именно 6. Также потребуются ножницы. И все, и больше нам ничего не нужно. Начинаем нашу работу, как всегда, с набора петель. Нужно нам набрать на размер 41-42 приблизительно. 24 петли я буду набирать. Набирать буду на 1 спицу. Вы набираете любым удобным вам способом. Я набираю вот таким классическим набором. 24 петельки. И так 24 раза. Набрали 24 петли. Это мы с вами набрали вот это место, то есть 2/3 обхвата ноги. Вот от сих и до сих. Теперь нам нужно с вами связать 2 ряда резинкой 1-1. Первую петлю мы снимаем, вяжем 1 лицевую, 1 изнанку, 1 лицевую, 1 изнанку, лицевую, изнанку. Так мы будем вязать до конца ряда. Связали первый ряд резинки. Разворачиваем работу и точно так же вяжем 2 ряд. Первую петельку всегда снимаем, смотрим там, где у нас лицевая петля, там мы провязываем лицевую петельку, там, где изнаночка, вот эта поперечинка, да, там провязываем изнанку, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. И так мы вяжем до конца ряда. Довязали нашу резинку, и теперь нам нужно связать вот это место, то есть высоту пятки. Вы измеряете свою высоту. У меня высота пятки вместе с резинкой 7 сантиметров получилось. Если вам нужно поменьше или поглубже пяточку, то соответствующее количество рядов и вяжите. Мне надо связать 10 рядов. Вы вяжите любое количество рядов, которое вам нужно. Самое главное, последний ряд вам связать изнаночными петлями, то есть изнанкой. Мы сейчас будем вязать лицевой гладью. Это значит, что один ряд у нас будет лицевые петли, все. 2 ряд изнаночные будут изнаночные петли. Лицевые, изнаночные, лицевые, изнаночные. Вот. И важно закончить изнаночным рядом. Я вяжу 10 рядов лицевой гладью. Всегда первую петельку сняли. И дальше все петельки я буду вязать лицевыми.
Вы можете и за переднюю стенку брать лицевые, как вам удобно. Я просто так привыкла. Меня так бабушка научила. Вот все петельки до конца ряда вяжем лицевыми. Последнюю петлю провязываем изнанкой. Сейчас довяжу до конца ряда, покажу. Довязали до конца ряда. И последнюю петельку мы провязываем изнанкой. Всегда в лицевом ряду мы последнюю петлю провязываем изнанку. Разворачиваем работу и начинаем вязать изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку, а по рисунку у нас идут поперечинки, значит это будут изнаночные петли. Первую петлю снимаем и дальше вяжем изнаночные петельки. Все до конца ряда. До конца ряда вяжем изнанкой. Довязали до конца ряда, разворачиваем работу и снова вяжем лицевой ряд. Первую петлю снимаем и дальше вяжем все петли лицевыми. Вяжем до конца ряда, последняя петля изнаночная. Довязали ряд, разворачиваем работу. И снова вяжем изнаночные петельки. По рисунку, в общем, вяжем каждый ряд. Первую петлю снимаем. И дальше вяжем изнаночные петли до конца ряда. Таким образом, чередуя лицевые и изнаночные ряды, я буду вязать 10 рядов или 7 сантиметров. Вы ориентируетесь на свою высоту пятки. Связала я 10 рядов лицевой гладью. Видите, крайний ряд у меня получился изнаночными петлями я вязала. Все. Теперь мы вяжем на лицевой стороне. И теперь нам нужно связать вот этот загиб пяточки. Да? То есть вот это место мы связали. Теперь идет загиб. Нам его нужно очень красиво связать. Как мы это делаем? Мы делим количество наших петель на 3 части. Поскольку у нас здесь 24 петли, соответственно, у нас по 8 петель получается в каждой из 3 частей. Итак, вяжем пятку. Первую петлю снимаем и вяжем. Что-то у меня тут сейчас. Вот, настроились. Вторая лицевая. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Провязали 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем следующую часть, следующие 8 петель. Провязываем 7 петель лицевой гладью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А 8 и 9 из 3 части мы будем провязывать вместе. Вместе, поскольку ряды лицевые, то и провязывать мы их будем одновременно лицевой петлей. То есть 2 петли провязываем одновременно лицевой. Все, дальше мы не вяжем пока. Разворачиваем работу. Дальше идет изнаночный ряд. Первую петлю мы снимаем и вяжем вторая изнаночная петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 7 петель, да, мы связали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А 8 и 9 мы будем вязать вместе изнаночной петлей.
Почему изнаночный? Потому что ряд идет изнаночный. Чтобы у нас красивая с этой стороны косичка одинаковая получалась, мы вяжем по рисунку. 2 петли захватили и провязываем их изнанкой. Все. Эти не вяжем. Боковые. Вяжем теперь только центральные 8 петель. Снова снимаем первую петлю, вторая, третья, лицевой, 4, 5, 6, 7, а 8 и 9 мы вяжем вместе лицевой петлей. Все, дальше не вяжем. Разворачиваем работу и вяжем изнаночную сторону, изнаночные ряды. Первую петельку снимаем, вторая, третья, 4, 5, 6, 7, а 8 и 9 мы провязываем вместе, поскольку изнаночный ряд провязываем изнаночной петлей. Все, видите, у нас уже загиб начался такой на пяточке, все как нам нужно. Таким образом мы будем вязать эти 8 петель до тех пор, пока у нас по бокам не останется ни одной петли, и на спице будет только 8 петель. Довязали. Осталось 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она, наша петушка красивая получилась. Глубокая, удобная, комфортная и без всяких швов, сшиваний и пришиваний. Итак, мы удалили по 8 петель с двух сторон, скажем так. Теперь нам их нужно компенсировать назад, да? Для того, чтобы тапочек был полноценный. Что мы делаем дальше? Мы будем сейчас набирать из вот этих боковых косичек. Нам нужно набрать 8 петель здесь и 8 петель здесь. Как мы это делаем? Очень просто. Мы берем, смотрим, ищем, да, ближайшую косичку. Вот она, наша ближайшая косичка. Вот видите, вот у косички 2 таких половинки. Мы беремся левой спицей от себя за ближнюю к себе половинку и провязываем изнаночную петлю, поскольку ряды идут, видите, изнаночные у нас, да? Следующую берем половинку косички и провязываем изнаночной петлей. Следующую ищем, вот она у нас, и провязываем изнаночной петлей. Нить у нас рабочая перед работой. Таким образом мы набираем 8 петель, да, то есть вот мы 3 набрали, еще я наберу сейчас 5 петелек из боковых петель. Хочу показать, что у нас здесь поперечинки, да, тут мы вязали резинку, и мы будем набирать петельки прямо вот из поперечинок. Я ввожу спицу и точно так же провязываю одну изнаночную, то у меня 7 и 8. Все. Вот мы набрали наши петли. Теперь разворачиваем работу и вяжем. У нас здесь лицевая сторона, поэтому мы будем вязать лицевые ряды. Первую снимаем и вяжем 16 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так до конца. Вот 15 провязала, и последнюю 16 здесь мы провяжем лицевой петлей. Не изнаночной, а лицевой. Все, и то же самое мы делаем здесь. Вот она у нас идет косичка, и мы здесь будем набирать то же самое. 8 петель нам нужно набрать, да, компенсировать наши петельки.
Вот, начинаем. Берем за крайнюю. Так, здесь у нас нить за работой пойдет. Берем за крайнюю и провязываем лицевой петлей. Лицевой петлей. Подхватываем и провязываем лицевой петлей. Так мы вяжем до конца, пока не наберем 8 петелек. Все 24 петельки наши на месте. Теперь мы вяжем основную длину. Вяжем до начала мизинца. Не там, где ноготь, да, а до начала мизинца на пальце ноги, скажем так. Это примерный ориентир, да, все-таки это следочки, здесь вот прямо точные расчеты, они совершенно ни к чему, они должны вязаться очень быстро. Вот от этого момента просто измеряем, где у нас начало мизинца, можно примерить прямо на пяточку, вот, от сих и до начала мизинца, от точки роста. Вязать мы будем туда-обратными рядами, просто лицевыми и изнаночными рядами. Здесь у нас изнаночная сторона идет. Значит, мы вяжем изнанкой. Первую петлю снимаем и вяжем изнаночные петли до конца ряда. Довязали до конца ряда, разворачиваем работу и вяжем лицевую сторону лицевыми петлями. Первую снимаем и дальше вяжем лицевыми петельками до конца ряда. В моем случае я буду вязать 16 рядов. Вы смотрите на свой размер. Вот сейчас вы вяжете именно размер тапочка, длину тапочка. Вы можете связать поменьше, побольше, хоть 36, хоть 46 размер. Ориентируйтесь на начало роста мизинца на ноге. Я связала нужное количество рядов. Вот как это выглядит пока что. Теперь нам нужно сделать как бы плавное закругление, да, к носочку. Как мы это делаем? Вот мы до мизинца довязали и вяжем. Одна лицевая петля, одну петлю снимаем, одна лицевая петля. Дальше подхватываем сразу 2 петли и провязываем их лицевой за заднюю стеночку. Все, сделали одну убавочку. Дальше мы вяжем лицевые петли до конца ряда, не довязывая 4 петли. 1, 2, 3, 4 петли. Вот до сих мы вяжем лицевыми. Провязали. Осталось 4 петли. Нам теперь нужно развернуть эти 2 петельки для того, чтобы у нас здесь шла такая одинаково направленная косичка красивая, да? Мы их переснимем на другую петлю и вот так развернем. Просто развернем. Теперь за переднюю стенку подхватываем 2 петли сразу и провязываем их лицевой. Можно, конечно, с этими разворотами не заморачиваться, но это просто для красоты. Можно просто провязать сразу 2 петли за переднюю стенку лицевыми. Вот и все. Все, 1 лицевая петля и в конце 1 изнаночная. Разворачиваем работу. И дальше у нас идут лицевые петельки. Мы их вяжем по рисунку лицевыми. Первую снимаем. И дальше вяжем все лицевыми. Лицевыми. Изнаночными. Что я говорю? Дальше идут изнаночные петельки. Вяжем изнаночными петлями. Все, да. В изнаночных рядах мы убавки не делаем. Просто вяжем по рисунку до конца ряда. Довязали до конца ряда, развернули работу. И теперь у нас лицевой ряд, мы здесь делаем убавки. Первую петлю снимаем, вяжем 1 лицевую.
И 2 следующих петли мы провязываем одновременно лицевой. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая, 4 петельки до конца ряда. Так, довязали. Вот они, 4 петли. Мы снова их сейчас переоденем, просто поменяем, да, направление им. И подхватим за переднюю стеночку и провяжем одновременно лицевой. 1 лицевая, 1 изнаночная. Все. Дальше мы будем вязать изнаночные ряды полностью без убавок. Когда мы будем на лицевую сторону выходить, мы будем делать убавку в начале и в конце ряда, точно так же, как делали до этого. Убавки мы будем делать до тех пор, пока у нас не останется на спице всего 8 петель. Все, довязали мы всю нашу длину. Вот так выглядят наши убавочки на пятке. Они практически будут не видны, конечно, никогда. Так, теперь нам нужно связать вот эту часть. То есть закрыть вот эту часть. Закрыть ногу, да? Как мы это делаем? Мы делаем это точно так же почти, как мы делали здесь набор петель. У нас есть 8, да? А нам и нужно оставить эти 8, но нам нужно присоединиться к вот этим боковинкам. Как мы это будем делать? Очень просто. Точно так же мы ищем косичку нашу. Так, вот лицевая сторона, значит, по лицевой стороне. Подхватываем ее и петельку с правой спицы перекидываем на левую, чтобы получилось 2 петли. И теперь провязываем 2 петли лицевой. Провязали. Вот у нас их 8 и осталось петель. Разворачиваем работу и вяжем изнаночный ряд, поскольку здесь изнанка, да? Вяжем до конца ряда. Первую петлю снимаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. И подхватываем из косички левой спицей петлю из боковой косички. С правой спицы на левую перекидываем нашу петельку и провязываем 2 петли изнанкой, поскольку у нас изнаночный ряд. Все. Разворачиваем работу. Вяжем лицевые петли, сторона лицевая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ищем нашу косичку. Вот она, боковая петля. И с правой спицы на левую переводим петельку. Провязываем 2 вместе лицевой. Вот у нас пошел наш загиб на ногу. Разворачиваем работу и все то же самое. Первую мы петельку снимаем и дальше вяжем изнаночные петли, поскольку ряд изнаночный. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ищем, вот она наша петелька. Перекидываем петлю с правой на левую спицу и вяжем 2 петли сразу
изнанкой. Все, вот он, наш загиб уже пошел, как нам нужно. Таким образом мы будем вязать эти 8 петель до того момента, пока у нас не закончится тапочек. То есть до самого, вот сюда, до самого верха. Все, я почти довязала тапочек, не почти, а довязала до самой вот этой резинки нашей, да. У меня тут оказался изнаночный ряд, и сейчас нам нужно все петельки закрыть просто. Как мы это делаем? Мы подхватываем 2 петли и изнаночной, в моем случае, может быть, у вас будет это лицевой ряд, тогда вы лицевой вяжете петельку, провязываете 2 петли вместе. Возвращаете петельку с правой спицы на левую и провязываете 2 петли вместе. Снимаем, возвращаем, провязываем 2 петли вместе, снимаем. Так мы до конца закрываем все петли. Все, осталась у нас одна петелька, мы ее вытягиваем, обрезаем рабочую нить и уберем ее на изнаночку и завяжем все наши узелочки, попрячем. У нас здесь как раз оказывается и начальная нить тоже, то есть очень удобно убрать сразу 2 ниточки. Мои следочки готовы. Я вам хочу показать, что у меня осталось с мотка с одного. Вот столько еще пряжи осталось с одного моточка. У меня вышло полностью 2 следочка, пара, да, на взрослую большую ногу 42 размера. Еще осталась пряжа со 100 метров. То есть очень экономично получается вязать их. Вот так они выглядят сбоку, вот так они выглядят на ноге. Очень удобно, очень комфортно. Удобно одевать куда-то зимой под ботинки, да, под теплые, носить их дома, носить как тапочки. Вяжутся мгновенно, быстро, настолько быстро, что даже вы не заметите, как прошло время, как вы уже навязали 10 пар. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, пока-пока.